За последние десятилетия астрономия сделала невероятный прорыв, открыв перед нами новые страны неизведанных миров за пределами нашей Солнечной системы. Благодаря развитию технологий и мощных телескопов, ученые смогли обнаружить тысячи экзопланет, планет, вращающихся вокруг других звезд, и начали не просто их каталогизировать, но и их изучать внутреннюю структуру, состав атмосферы, возможные условия обитания. Эти открытия позволили не только расширить понимание процессов формирования планетных систем, но и подбросили новые вызовы старым теориям. Соответственно, одним из наиболее ярких и обсуждаемых направлений современных исследований стала идея о поиске условий для возникновения жизни на иных планетах. Пока что единственным подтвержденным примером такого мира является наша Земля. Однако ученым давно известно, что наличие воды – важнейший критерий, определяющий пригодность планеты или Луны для развития и поддержания жизни. Поэтому вопрос о возможном наличии воды внутри других миров приобретает особую актуальность, особенно в контексте поиска обитаемых планет за пределами нашей системы. Изначальные модели формирования планет долгое время основывались на предположениях о том, что вода и другие летучие вещества попадают на планеты в процессе их импактного роста, когда планеты сталкиваются с кометами и астероидами, или же за счет процессов, происходящих в протопланетных дисках, гигантских скоплениях газа и пыли вокруг молодой звезды. В рамках этих теорий считается, что вода попадала внутрь планеты в виде льда, особенно за снеговой линией, границей, за которой холодные условия позволяют льду задерживаться и накапливаться. Но что происходит с водным запасом в тех случаях, когда планета формируется внутри этой линии? Можно ли ожидать, что вода просто исчезает с таких планет, или же существует ли возможность ее внутреннего происхождения? Почему внутри многих мини-нептунов и газовых карликов обнаруживаются признаки воды, хотя в их исходных дисках, по теориям, ее было крайне мало или вообще не было? Эти вопросы заставляют ученых искать новые механизмы, расширяющие привычные представления о формировании таких миров. На сегодняшний день наиболее удивительным наблюдением стало то, что наши современные инструменты позволяют обнаружить воду и внутри атмосфер некоторых далеких планет, находящихся в зонах потенциальной обитаемости. Это привело к тому, что возникла новая идея. Возможно, планеты способны производить воду внутри своих недр, в результате внутренних химических реакций, которые в этом случае могут играть столь же важную роль, как и внешние процессы, связанные с падением космических объектов. Возможность самостоятельного образования воды внутри планет – понятие, которое раньше воспринималось скорее как гипотеза, чем как доказанный факт. Но последние эксперименты, проведенные учеными в лабораториях с имитацией условий глубинных слоев планетных тел, показывают, что подобный сценарий вполне возможен и реально реализуем. Эти открытия могут стать ключевым фактором, который радикально изменит наше понимание не только о внутренней эволюции планет, но и о потенциальных путях возникновения жизни на других мирах. Эти идеи, расширяющие горизонты научных исследований, вызывают у специалистов живой интерес и стимулируют к проведению новых исследований, технологий и миссий. В частности, важность знания о том, как именно появляется вода внутри планет, особенно на тех, что расположены внутри зоны обитаемости их звезд, не может быть переоценена. Адекватно оценив этот механизм, ученые смогут лучше понять вероятные условия для формирования и развития жизни на внеземных планетах. Итак, современные исследования внутренней химии и внутренней динамики планетных тел вносят новый важный вклад в изучение происхождения и развития экзопланет.
Открытие о том, что планеты могут самостоятельно создавать воду и формировать океаны изнутри, это не просто научная гипотеза, а реальный источник новых знаний и перспектив для поиска жизни за пределами Земли. В дальнейшем это может привести к существенной переоценке критериев оценки потенциальной обитаемости планет, а также к расширению нашего представления о механизмах формирования и эволюции планетных систем. Недавние достижения в исследовании космоса, результаты которых опубликованы в престижном научном журнале Nature, стали настоящим прорывом в области астрономии и планетологии. Исследователи из США и Израиля доказали, что планеты могут самостоятельно образовывать водные океаны, а не только получать их в ходе формирования из внешних источников. Это открытие не только меняет наше представление о процессе формирования планет, но и расширяет горизонты поиска потенциально обитаемых миров за пределами Солнечной системы. Данная статья рассмотрит результаты этого исследования более подробно, проанализирует его значение, а также попытается понять, каким образом подобные процессы могут повлиять на перспективы поиска жизни на других планетах. Важной частью станет обзор того, как новые данные меняют классические представления о внутренней структуре и эволюции субнептунов, также известных как мини-нептуны или газовые карлики. В астрономии класс субнептунов – это весьма многочисленная группа планет, размеры которых значительно превосходят земные – в 2-4 раза по диаметру, а масса достигает десятков земных масс. Сегодня открыто свыше 6000 таких объектов в различных звездных системах за пределами нашей Солнечной системы. И это число продолжает расти с развитием технологий и методов поиска экзопланет. Эти планеты занимают особое место в астрономии, поскольку в них сосредоточены ключевые процессы формирования, эволюции и возможной жизни. Среди них выделяют несколько подгрупп, основываясь на реакции их внутренней структуры и атмосферы. Одни имеют толстые газовые оболочки, похожие на Нептун, другие – более тугие и плотные, с твердой корой. Самым знаменитым и ярким примером считается планета К-2-18 бета, открытая на орбите красного карлика, в атмосфере которой были обнаружены признаки водяных паров и, предположительно, жидкости. Главная особенность субнептунов – их внутренняя структура. Обычно они состоят из центрального твердого ядра, окруженного слоем сжиженных или газообразных веществ. Чаще всего внутренняя часть состоит из железных и каменных пород, а обвертка – из водорода и гелия. Наличие огромных запасов водорода делает эти планеты потенциально богатыми водными ресурсами, даже несмотря на то, что изначально во внешних слоях атмосферы эта вода могла находиться в парообразном виде. Что особенно важно, у некоторых из них существует вероятность наличия внутри глобальных океанов воды в жидком состоянии. Уже сегодня существует ряд исследований, в которых делается предположение о существовании таких океанов. Четкое наблюдение и подтверждение этого вопроса стало бы прорывом в понимании процессов жизни на планетах, ведь наличие воды – это зачастую основной критерий для оценки потенциала обитаемости. Исторически развитие теории о планетах свидетельствовало о тесной связи между наличием воды и возможностью зарождения жизни. На Земле вода есть в больших количествах, и именно она создала условия для появления первых живых организмов миллиарды лет назад. Однако вопрос о происхождении водных ресурсов на планетах сохранял озадаченность ученых.
Время от времени появлялись гипотезы о том, что вода приходит извне, через кометы, астероиды или метеориты, поскольку считается, что исходный материал формирования планет из протопланетного диска обычно содержит очень небольшие запасы воды, или же она там представлена в виде льда только за снеговой линией, границей, за которой холодные условия позволяют сохранить лед. Однако многие обнаруженные экзопланеты, особенно субнептуны, находятся внутри этого диапазона, в так называемой внутренней части системы, где температура настолько высока, что вода должна была бы полностью испариться. Для яркого примера планета К-218b, которая орбитирует в зоне потенциальной обитаемости своей звезды, атмосферные наблюдения показывают наличие воды даже внутри слоя газа, окружающего планету. Это наводит на мысль, что возможности для возникновения воды внутри этих миров могут существовать независимо от их текущего положения относительно звезды. Но существует и более глубокий вопрос. Как именно туда попадает вода? И главное, возможно ли ее образование внутри планет, которых, казалось бы, вода загружена изначально из внешних источников? Ответы на эти вопросы долгое время оставались неопределенными, поскольку научные модели не могли открыть механизм внутреннего формирования воды. Проблема внутреннего происхождения воды на субнепунах долго оставалась одной из самых интригующих для ученых. Тогда же группа исследователей из Шарджа и Израиля приступила к экспериментальной работе, которая могла бы дать ответы на эту загадку. Их уникальный подход заключался в создании внутри лаборатории условий, максимально приближенных к внутренним химическим и физическим условиям гипотетических субнептунов. Исследователи использовали специальные камеры высокого давления и высокой температуры, внутри которых помещали образцы минералов, похожих по составу на внутренние слои настоящих планет. В эксперименте внутрь камер закачивали водород и подвергали пробирке воздействию давления в несколько гигапаскалей и температуры в нескольких тысячах градусов Цельсия, имитируя условия глубоко внутри планеты. Обнаружилось, что при этих условиях водород вступает в химическую реакцию с расплавленными породами, содержащими кислород. В результате происходило выделение воды in situ, прямо внутри материала. Это было удивительно. Вода могла образовываться не только как продукт внешних процессов, таких как падение метеоритов и комет, но и как результат внутренних химических реакций, активируемых внутренней энергетикой планеты. Кроме того, ученые обнаружили, что по результатам реакции образовывалось достаточно большое количество воды, до нескольких десятков процентов от общего объема минералов. Это означало, что недра таких планет могут содержать литосферу, насыщенную влагой, и что глобальные океаны могут вовсе не быть остатком внешней воды, а продуктом внутренней химии. Эти результаты получили дальнейшее подтверждение из моделирования температурно-техногенетических условий в рамках теоретических расчетов, что подтвердило вероятность самопроизвольного образования воды внутри планетных объектов. Теперь, когда эксперимент подтвердил возможность внутреннего образования воды, перед астрономией открылся широкий спектр новых вопросов и перспектив. Особенно важно понять, в какое время и при каких условиях эти внутренние процессы начинают активироваться, обеспечивая создание океанов и потенциальных сред для развития жизни. Изначально существовали идеи о том, что вода, обнаруженная внутри или на поверхности планет, попала туда во время тяжелого формирования, то есть из протопланетного диска. Но проведенные работы показывают, что многие планеты на коротких орбитах, которые находятся ближе к своим звездным центрам,
могут самостоятельно образовывать воду благодаря внутренним химическим реакциям. Тем самым возрастает важность внутренних процессов как фактора, определяющего внутреннюю структуру планеты, ее атмосферное и гидросферное состояние, а также потенциальную способность к развитию жизни. Это означает, что поиск обитаемых миров не может ограничиваться только их размещением в соответствующей зоне звезды, необходимо учитывать также внутреннюю динамику. Кроме того, новое понимание помогает объяснить появление воды в системах, где бы она, по классическим моделям, не могла быть изначально. Это добавляет вариативности в критерии определения потенциальной обитаемости и расширяет представление о возможности возникновения жизни на самых разнообразных планетных телах. Исследования, опубликованные в Nature, стали началом новой эпохи в сфере изучения планетных систем. Ожидается, что новые технологические разработки позволят приблизительно восстанавливать химические и внутренние процессы внутри планетных тел по их наблюдениям. Сам же эксперимент дает надежду на то, что при дальнейшем развитии теоретической базы и экспериментальных методов ученые смогут оценивать вероятность появления воды в различных условиях, моделируя процессы внутри планетных сердцевин. Особого внимания заслуживает использование новых телескопов и космических миссий, таких как Джеймс Уэбб, которые позволяют анализировать атмосферные составы и определять наличие водяного пара у далеких планет. Вероятно, в будущем появятся новые критерии по оценке потенциальной пригодности планет к жизни, например, увязка внутренних химических реакций с наблюдаемыми характеристиками планет, а также их внутренним строением и динамикой. Можно предположить, что внутри отдаленных и ранее недооцененных систем появятся новые достойные кандидаты для поиска жизни именно благодаря внутренней способности к образованию воды. Это существенно расширит список потенциальных обитаемых миров и, возможно, приведет к новым открытиям, которые смогут навсегда изменить наше понимание обитания в космосе. На сегодняшний день, очевидно, планеты не только пассивные поглотители материи из окружающей среды, но и активные внутренние химические фабрики. Они могут обладать способностью к самосозданию воды с помощью химических реакций, активируемых условиями внутри планеты, высокой температурой и давлением. Эти процессы расширяют потенциал планет как носителей жизни и открывают новые пути к поиску обитаемых миров. Этот шаг в научных представлениях не только теоретический, но и экспериментальный, показывает, что мы лишь начинаем понимать сложность и многообразие процессов, протекающих во внутренней структуре внеземных планет. И, возможно, именно это знание поможет нам найти ответ на главный вопрос: есть ли жизнь за пределами Земли?